Клиентская база всегда находится в одном из трех состояний. Первое состояние – это вовлечение новых клиентов. Второе состояние – это удержание клиентов. И третье состояние – это возврат клиентов. То есть здесь нет ничего, тут можно на своем примере понять по отношению к какой-либо услуге. Вас или приглашают, или вас удерживают, вам все нравится, или вас что-то расстроило, или вам надоело, и вы ушли, вас следует вернуть каким-то вот предложением. Таким образом работает все. В данном случае это не исключение. Задача понять, как технологично настроить работу вашей системы продаж в интернет-маркетинге, чтобы с каждым конкретным клиентом автоматически разговаривать так, как будто бы вы разговариваете с ним персонально с каждым. Так, воронка продаж. Сейчас что-то такое пустим, чтобы вы видели, как она выглядит. Напомним с урока номер 1. Воронка продаж – это такая последовательность с блоками, которая говорит, там, клиент пришел по такому-то поводу, значит, если его заинтересовало сразу, то вот он идет сюда, мы ему показываем такой-то формат объявления. Если не заинтересовало это объявление и он там ушел, то мы ему напомним через день таким-то образом. Если его заинтересовало через день, мы ему скажем такое-то предложение. Если клиент пришел за тем же товаром, но как бы ему это нужно по другому поводу, помните, вот мы говорили про там, спортивные браслет, вот спортивный для измерения состояния организма. Да, то есть там были люди, которые приходили по поводу того, что они занимаются спортом, были люди, которые заботились вот, о родителях, им надо было знать издалека, как дела у родителей, ну и тому подобное. Поэтому воронка продаж автоматизированная — это такой алгоритм, и вам надо понять сейчас в этой теме основные принципы. Основной принцип, как вы знаете, и я знаю, вы владелец или руководитель компании, вы стали владельцем или руководителем, потому что вы умеете продавать, презентовать услугу или товар вашу. Да? То есть, если вы это умеете делать, то, скорее всего, у вас есть положительный опыт. И положительный опыт можно разложить на части. Там, мы можем, конечно же, это нарисовать, но давайте попробуем. Да? То есть, один ваш положительный опыт говорит о том, что вы вовлекли клиента после того, как вас с ним познакомил ваш друг. Да, то есть пришел друг, сказал: слушай, у меня есть там товарищ, я тебя порекомендовал. В данном случае надо понимать, что друг, он позволяет вам что сделать? Настроить look-like аудиторию, то есть через, мы поговорим чуть дальше, через социальные сети мы можем сделать таким образом, чтобы понять, что за профиль у этого друга, и, конечно же, найти таких же людей в сети, которые похожи интересами на него. Да? Это большая информация, если вы это вспомните, то это позволит в десятки раз сократить издержки на рекламу, потому что вы изначально